Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. События будущего. Что ждет? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, что же ждет ваш знак зодиака и, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но вы как раз реалисты, мои дорогие девы. И я поэтому искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И как альтернативный вариант вы что-то просчитаете. Или просто глядя наш расклад. Каждый ведь думает все равно о своем. Или даже если допускает, что в любой момент что-то может пойти не так, или какие-то сюрпризы. Мы с вами живем в эпоху перемен. Но, значит, тоже некоторая готовность к этим сюрпризам, она у вас уже создастся. Давайте узнаем, кто что спешит в вашу жизнь. И я хочу вот 3 карты достать из этой колоды. Таро Висконти. Обычно я ею пользуюсь сама и редко делаю на ней расклады. Ну вот давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь. Что ждет, если вот в каких позициях, в каких критериях и рамках это ближайшее будущее будет находиться. Что вас ждет? Кто или что спешит в вашу жизнь? Иногда бывает как точка отсчета, когда мы слышим какую-то информацию, и у нас, тоже вот какие-то метаморфозы происходят внутри нас, как наше восприятие. Но мы все же раскроем, да? И следующие 3 карты, сообразно первым. Что случится? Что произойдет? С чем связаны вот эти события, которые уже на пороге, правда, в начале месяца? Что случится или произойдет? В какой сфере жизни вам придется принимать важные решения? И такое я тоже не допускаю. Следующая карта у нас будет называться... планетарно даже такое может быть, в чем вы поставили точку или запятую. Вы даже не собирались ставить, думали, уже какое-то дело закончено и решено. А вот все же запятая или многоточие, какое-то дежавю. И к чему это все идет? Нам, может быть, и придется вернуться к некоторым вопросам для того, чтобы для нас большим плюсом пересмотреть. Или это может быть связано с конкретным человеком или с руководителем даже, да, если эта ситуация рабочая. И 3-я карта. Что будет меняться с первых дней июля? Посмотрим энергии, сфера достижений. Это и дела, и работа, и бизнес, у кого-то учеба. Энергия денег, финансы. Любовь и личная жизнь. Так чего же ждать, что спешит в вашу жизнь? Изобилие, процветание. И, конечно, будем реалистами опять же, но тем не менее, по максимуму хорошая карта на именно финансы. И как сами по себе заработки, откуда к вам приходят деньги, а с учетом урана, уран все дробит. Поэтому где-то нам подсказка, было бы неплохо, если бы вы, скажем, не в одной какой-то валюте, а в нескольких. Или сбережения, да, ваши, вы тоже как-то рассредоточили. Есть такая древняя китайская поговорка: не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет. Мои дорогие девы, уделите внимание финансовым вопросам. Вот, видимо, в эти 10 дней это как центральная тема. Это первая карта. По сути дела, это ваше благополучие. Это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, это и движимое имущество, но тоже, которое имеет цену определенную. Это не совсем 3 копейки. 9 пентаклей говорит и о вашей ресурсности. Куда вы вкладываете энергию, силу, чтобы в конечном итоге получить вот этот самый продукт. Помним, что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Это где-то наша свобода, это тоже имеет значение. Вот такие ключевые вопросы спешат в вашу жизнь, чтобы вы им уделили внимание. И мне сразу хочется открыть 2-ю карту из разряда «Что случится или произойдет?». А ничего не случится, не произойдет, но вам какой-то нужно важный выбор сделать. Или, может быть, карта, кстати, 2. Она говорит, именно 2 пентаклей здесь как жонглер, может быть, и приходится пока не тратить деньги. Она, кстати, не предусматривает, что мы какие-то крупные покупки, по крайней мере, в эти 10 дней. Как будто 2 пентаклей хватит. Имеется в виду необходимые расходы, конечно.
Есть какая-то тема финансовая, которая должна вами быть просчитана, может быть, математически. Может быть, это связано, правда, с недвижимостью или с какими-то крупными вложениями, или инвестициями в себя, или откуда к вам теперь будут приходить деньги, в каком эквиваленте. И здесь карта дает совет: будь легким на подъем. Или если есть какая-то у вас идея, просчитайте ее сразу, не отложите в долгий ящик. Здесь нужно как-то быстро поворачиваться, и есть такой момент. Но это карта спонтанности, потому что жонглер, да, он просто подбрасывает. Поймает, не поймает, он еще не знает. И где-то есть совет: пробуй, пока не получится или не надоест. Карта и другой дает совет, как, знаете, с каких-то, может быть, начальных шагов или начального опыта мы примеряем на себя возможные варианты работы, варианты заработка или варианты решения вопроса финансового. Кстати, у кого-то ведь, я допускаю, может быть и сложная, патовая ситуация именно по финансам. Да, финансы требуют вашего пристального внимания, но пока непонятно, что с этим делать, как решить эту проблему или закрыть какой-то вопрос. Так вот, у вас возможности приходят откуда-то, как неожиданно, или откуда вы их меньше всего ждете. Поэтому чем больше вариантов себе поставите, просчитаете, вот это сама по себе игра, да, иногда игра с деньгами тоже идет, иногда нам приходится, да, выкручиваться, и есть такой момент. Тут у каждого будет по-своему, но финансовая тема – это тема номер раз. Что или кто спешит в вашу жизнь? Ну, пятерка кубков – это всегда какое-то разочарование, да. Это не есть крупная карта. Любая пятерка – это недостаток. Вот здесь недостаток по добрым эмоциям. Недостаток может быть и по взаимопониманию, но пятерка чаще всего кубков именно, она обрисовывает ту ситуацию, которая уже была. Это не есть что-то новое, это уже что-то вы пережили, и, может быть, какую-то тему вам и нужно подвести как раз к знаменателю. Есть какое-то разочарование. Давайте посмотрим, что случится или произойдет. Вот посмотрите, какую-то, может быть, важную бумагу, документ, или вы должны с чем-то определиться, вот нужно с чем-то, как необходимо, да. Я могу это увязывать где-то и с решением финансовых вопросов, причем тема может быть разная, это, или сфера, точнее, сфера личной жизни, например, да, и финансовые вопросы. Может быть, это и споры у кого-то в суде, аркан справедливость. И здесь, значит, тоже какое-то медиаторство, взаимодействие, вот с учетом вот этой предыдущей карты. Оно возможно. Будьте где-то жонглерами, манипуляторами, ну вот никуда не денешься. Нам приходится примерять на себя разные варианты и думать, ну и как, я вот тут вот выплыву или нет, если вот даже так стоит, к примеру, вопрос. Или сумею я договориться, пойдет на какое-то медиаторство, может быть, даже человек. Все же двойка говорит, что мы найдем выход, это точно, железно. Но это не будет, возможно, с первого раза. Или вот уже какой-то проторенной дорогой. Здесь через новый вариант, скорее всего, вы можете решить какую-то застарелую проблему, тему. Но и аркан справедливость, с одной стороны, может говорить, мы чувствуем несправедливость в отношении нас самих. Вот такие сильные эмоции могут быть. С чем это связано, если мы говорим, да? Но и одновременно мы не могли на какую-то ситуацию повлиять. Либо она зависела от внешних событий, либо от решений конкретных людей. И, понятно, мы ни на первое, ни на второе тоже не влияем. Вот какое-то равновесие у вас наступает, это как минимум, мои дорогие. Но карта дает еще и такую подсказку. Проследи, чтобы все документы у тебя были оформлены правильно, в согласии с законами. Потому что всегда эта карта, отчасти карта кармы, причины и следствия. И если мы что-то сделали хорошо, когда-то прежде, то нам пространство, судьба возвращает возможность, пусть руками других людей, но, значит, сможете вы решить какую-то тему. Но и может всплыть как на поверхность, если мы где-то совершили ляпсус, допустили ошибку, то нам теперь придется один на один с этой проблемой все-таки разобраться, чтобы вот этот баланс был восстановлен. Ну и, конечно, не идем против системы иерархии или какого-то
уклада, порядка, ну и законов, как я уже сказала. Держите баланс, мои дорогие. И даже если вы сталкиваетесь, кстати, с разного рода людьми, пятерка кубков вверху, это может быть тот человек, которого вы знаете, и, в принципе, даже от него каких-то чудес не ждете, понимаете, что, ну да, как появляется, так и начинается какая-то неразбериха. Но, тем не менее, даже в этой неразберихе ваше здравомыслие. Ваш знак зодиака – интеллект, мои дорогие. Поэтому вы умеете тут правильно оценить обстановку, реалии и правильно распределить свои собственные силы или вообще в какую сторону направить действия. Самое главное, так, чтобы и овцы были целы, ну и волки были сыты. Вот у вас что-то получится, даже по какой-то застарелой проблеме. Но это должно быть именно с позиции закона. Или, может быть, подписание какого-то документа. Здесь не должно быть что-то на словах, иначе опять будет какая-то путаница, понимаете? Поэтому переложите, может быть, даже тот вопрос, который вы хотите прояснить, да, вам что-то обещают, к примеру. Ну, одно дело на словах обещают, а другое дело, насколько человек готов свои обещания изложить на бумаге. Подписать, может быть, поставить где-то подпись, там, допустим, у нотариуса, смотря чего касается ваш вопрос. Но здесь есть какая-то конкретика, которая согласуется, ну, и с законом тоже, с какими-то правилами по справедливости, то есть все должно быть. Ладно, что спешит или кто в вашу жизнь, благополучие, но вот не случайно. Значит, берегите себя, берегите все то, что вам дорого. Мои дорогие девочки, если это откликается сообразно по возрасту, по вашим желаниям и целям, я жду ребенка. Вот может быть и такое. Все же я допускаю аркан императрицы, мои дорогие. Вообще у вас все под контролем. Но я должна сказать, очень часто, когда эта карта выпадает, хоть это еще и карта статусная, у кого-то может быть в отношениях перемены, смена статуса, и тут по-разному. Но когда она выпадает, вы знаете, это правда, вы ресурсные. Но и карта говорит, надейся сам на себя. И вот, видимо, какую-то даже, если приходится просчитывать многоходовочку, я такое допускаю, потому что, ну, не все вот нас радует, прям скажем. Ну, и тем не менее, как-то надо привести к знаменателю, к балансу. Значит, вы сумеете договориться. Дипломатия – это ваш как конек, это ваше все. И вы великие дипломаты, мои дорогие девы. Значит, вы сумеете вот эту позицию, когда и овцы целые, и волки сыты, как я сказала, с учетом аркана императрицы, и какова бы ни была проблема, или какой бы сложности ни был вопрос, вы можете его решить. Для вас, по сути, нет ничего невозможного. Но все же императрица и финансы – это ведь ваши ресурсы. И очень важно, видимо, вот в эти 10 дней, куда вы тратите свое время, свою энергию, свои силы, свои знания, свою экспертность, может быть, как профессиональная деятельность, и какой эквивалент вы получаете. Кстати, что-то подобное может быть и по отношениям. И если вы готовы откликаться, то себя время спросить, а в мой адрес как откликаются, какой эквивалент я получаю. Я понимаю, не хлебом единым, но почему-то у вас, тем не менее, финансы или какая-то материальная составляющая, это, по крайней мере, в эти 10 дней не такой большой срок, но этому стоит уделить внимание. Императрица, она не может себя обесточить. Вот думайте, мои дорогие, что случится, что произойдет. Ну, правда, вот я говорила, планетарно дежавю может быть. И шестерка кубков, с одной стороны, это карта доброты и искренности. И нам показан, да, мужчина, который, как в воспоминаниях целая история, да, это был когда-то мальчик и маленький щенок. И вот теперь вот эти друзья уже в более зрелом возрасте оба. Какая-то дружба должна быть продолжена. Может быть, и какие-то взаимоотношения на новый уровень. Или какие-то очень важные контакты, мои дорогие девы, с теми людьми, на кого вы можете опереться. Может быть, это и ваша семья, опять же, потому что императрица. Но есть среди вас люди, которые вас любят всей душой, такие, какие вы есть. А если вы сейчас в одиночестве, вот этот период времени июля, самое время подумать
о самом себе или самой себе, чтобы завершить какой-то период, когда, ну, как сольный вариант, он все же дает определенную уверенность, потому что нас никто не подведет, это правда. Но даже если вы по духу отшельник, ну, когда мы в паре, или когда у нас есть вот добрый друг или добрая подруга, ну, какие-то взаимоотношения такие вот человеческие, теплые, душевные, тогда и жизнь наша, она более радостная, и мы более уверены. Вот в эту сторону финансы, и я бы сказала, надежные люди. Вот. А у кого-то вопросы семьи. Может быть, и обустройство и дома, и жилища, хотя у кого-то может быть связано и с переездом, вполне вероятно. По двойке пентаклей тут переезд или какие-то путешествия тоже могут быть, причем по разным причинам, ну и на разные расстояния. Карта спонтанности, поэтому какая-то спонтанность в этот период, она будет присутствовать. Что ж там у вас за дежавю, в чем вы поставили точку? Но вы-то могли поставить точку, а вот люди в отношении вас очень много запятых поставили, это точно. Обратите внимание, художник, мне нравится в этой колоде, как он прорисовал семерку жезлов. Часто говорю об этой карте, и у меня звучит, что нужно отступить полшага назад, чтобы не быть втянутым непонятно во что. Но вот здесь, глядя на карту, девушка свой дзен сохраняет, как будто даже отвернулась. 7 жезлов пытаются ее достать. Вот и вас могут пытаться достать какие-то ситуации из прошлого. Или, мои дорогие девы, вы надежные работники, все же жезлы, дела, работа, бизнес, достижения, наши заработки. Откуда к нам приходят опять же деньги, да? Здесь самые разные могут быть вопросы, но всегда по семерке жезлов это чей-то интерес. И вы можете в разном плане быть интересны тоже разным людям. Но есть рядом карта императрица. То, что на эту декаду лично вам будет очень важно. И не потратить свои силы туда, куда, ну, не следует. Самое главное, откуда вы не получите вот этого обратного эквивалента или взаимопонимания, или словно себя растиражируете на 7 составляющих, а потом, кроме усталости, в итоге ничего не получится. Или будете кому-то помогать, поддерживать чей-то проект, даже из лучших побуждений, а в конечном итоге бонусы получит кто-то другой. Я допускаю, что, может быть, есть ваши близкие, и туда нужно потратить и время, и усилия, и знания, и душевное тепло, но это все-таки с каким-то переосмыслением. Близкие тоже бывают разные, бывают и далекие родственники, а бывают и такие родственники, когда мы уже сделали некоторые выводы. Поэтому решать будете только вы. Но это, правда, будьте готовы к тому, что вы можете понадобиться всем и сразу. И вам придется распределять свое время. Давайте узнаем, так к чему же это все идет. Ну, наверное, из всех этих жезлов вы выбираете себя. То, что я говорила, оно и не случайно. И прекрасная карта, обратите внимание, по жезлов. Это молодость, это задор, это энергия. Неважно, сколько вам лет, мои дорогие. Приток жизненных сил вы почувствуете, по крайней мере, в эту декаду. И девушка Паш подбросила жезл, он уже очертил круг и выходит на второй виток. Это какой-то новый виток жизни, новых возможностей. К чему все идет? Какая-то перезагрузка. И одновременно она, скорее всего, будет связана либо с новым человеком у кого-то, или с новой идеей, с новой целью, с новыми возможностями, или новым жизненным этапом, когда нужно что-то изучить, мои дорогие. И у кого-то это может совпасть конкретная наука, или вы решаете финансовый вопрос и понимаете, что, ну, вам необходим, допустим, вторичный доход, и для этого тоже есть смысл что-то изучить или разобраться, как устроены финансовые институты. Да, мы по урану ждем, что сейчас будут меняться, вот как с приходом цифровых технологий, и ведь этот процесс, он запущен очень давно. Но начиная с июля месяца нам предстоит узнавать, как вот это колесо истории, маховик истории, которое, может быть, когда-то прежде со скрипом пыталось только набрать первый оборот, может быть, сделать, а потом постепенно ход истории набирает
темп и начинают крутиться словно быстрее, быстрее и быстрее. И вот вы, может быть, уже в эту декаду понимаете, вам не хватает каких-то знаний. Не то, что это на вас кто-то давлеет или над вами, или пытается вас к чему-то, знаете, заставить. Нет, по этой карте идет наше желание что-то продолжать, причем совершенно в новом ключе. Ну или у кого-то новый человек, такое тоже могу допустить. Вот эти 7 жезлов, приход разных людей, к вашему общению, и может быть из 7 один вас заинтересует. Вполне вероятно, вы можете искать партнеров по бизнесу или для решения какого-то вопроса. И вот здесь вы даже занимаясь рабочей какой-то темой, вы можете познакомиться с тем человеком, который будет для вас притягателен. Это не обязательно для всех, я просто перечисляю разные варианты, но элемент новизны вот этого где-то бодрого задора, желания уже идти вперед, это то, что вами движет в эту декаду. Что будет меняться с первых дней июля? Ну вот завершается какой-то бесконечный дождь. Есть такая колода «Колесо года», кто часто смотрит мои расклады. Так вот там 4 кубков, там она так и называется «Бесконечный дождь». Девушка смотрит в окно, а за окном дождь, ничего не меняется. И она тоже не меняется, не хочет замокнуть или вымокнуть точнее. И она просто ждет, когда же дождь заканчивается. Вот здесь немножко по-другому, но нам показывают, ты не туда смотришь, не в том направлении. Что смотреть на этот дождь или что, как в пространство просто смотреть, без какой-то определенной цели, но такой блуждающий пространный взгляд. Посмотри в другую сторону, у тебя какая-то возможность. Вот, мои дорогие, правда, вот все то, что я сейчас сказала, какая-то новая возможность, какая-то пауза у вас завершается. Конечно, все зависит от вас самих. В какие темы вы включитесь? Или как вы не застрянете в каком-то, может быть, и разочаровании, это правда. Вот где-то 5 кубков, 4 чаш, это все одно и то же. Продолжение следует, поэтому оставьте прошлое в прошлом. Если что-то у вас не получилось осуществить, а ведь Уран, он меняет, ломает шаблоны, наше отношение к чему-либо или к кому-либо, может быть, и придется взаимодействие рассматривать с теми людьми, на кого вы даже не рассчитывали, а может быть и видеть не хотели. Я такое тоже допускаю. А тем не менее договориться-то вот нужно. Нужно вот этот баланс сохранить. Бывает такое, что в нашей жизни, наверное, в жизни каждого из нас у нас присутствуют люди, которых мы, так не в восторге контактировать с ними и прочее, а вынуждены. Но, значит, это тоже нас не должно каждый раз цеплять или быть камнем преткновения, сказать «здравствуйте», к примеру, да. Вот есть все-таки вот этот баланс, справедливость, когда отчасти даже нейтралитет будет вам помогать больше, нежели просто разочарование, или когда вы закрываетесь, например, это тоже не помогает. Все-таки какие-то контакты и продолжения, но в каком ключе, вот это вы будете определять. И одновременно рассматривать, расширять для себя, открывать новые горизонты, как новое пространство, новый социум, мои дорогие. Это тема этой декады, и вам в этом помогают словно высшие силы. Какая-то ваша миссия, мои дорогие, должна быть. Вы должны ее продолжить. Или, может быть, вы должны явить себя буквально миру. Или пусть это касается вашей деятельности или трудового какого-то направления, может быть, и личного творчества. Но и пусть даже прежде что-то не пошло, так как вы предполагали. Самое время сменить походку, мои дорогие девы, хочется сказать так, но не отказываться от своей мечты. Если вы просто на какой-то период словно потеряли ориентиры, не знаете, куда в следующий момент шагать, на что соглашаться. Да, анализировать придется и быстро. Но это не говорит, что мы забываем о себе и включаемся во все подряд вопросы или о том, что мы разуверились в себе. Нет, возможности есть. Задача увидеть ваши достижения. Наверное, карта подводит итог всего того, что я уже сказала. Королева жезлов – это сильная позиция, мои дорогие. Причем на достижения, на
решение финансовых где-то вопросов, откуда, опять же, приходят деньги. Королева жезлов, она умеет очень правильно работать. Первое, с информацией. Второе, распоряжаться деньгами. Это очень успешный бизнесмен. Поэтому где-то будьте внимательны. Вот эти два направления, и это согласуется с теми картами, которые у нас выпали в самом начале. Но черный кот возле нашей королевы, он говорит: храни молчание. Не время выносить вердикты. Королева жезлов умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие, и поэтому ей доверяют. С ней более разговорчивы, скажем так. Ей приносят, и, может быть, вам кто-то будет рассказывать о своих бедах, проблемах. И тогда вот с учетом семерки жезлов все же будьте внимательны к тому, что говорят люди. Здесь может быть какая-то новость, как сорока на хвосте принесла. Я имею в виду, мы случайно слышим какую-то фразу, но эта фраза для нас наш собственный пазл, который долгое время не складывался. А тут вот этот ребус, он соединится в какой-то красивый узор. Поэтому, да, молчание и аналитика, вот это ваше все. И, безусловно, дипломатия, потому что вот вы будете привлекать людей, может быть, отчасти от чувства стабильность, люди к вам тянутся, а вы люди стабильные. С другой стороны, ваша харизма, она тоже будет притягивать. Но как вы поступите, на что вы согласитесь, как вы собственные силы сконцентрируете в том направлении, что важно для вас, или определите, с какими людьми могут быть какие-то контакты на ближайший период. Это будет зависеть целиком и полностью только от вашего решения. Финансы. Семерка мечей говорит: держи глаза открытыми, смотри буквально в оба. Все же по этой карте это, с одной стороны, карта манипуляции, с другой стороны, это карта и обмана. Есть такой момент, и вам выпадает на финансы. Здесь вы не должны с чем-то просчитаться. Может быть, вот эта карта по жезлов и говорит: поменяй так на всякий случай пароли к аккаунтам, перепроверь вот эти самые пароли, себя каким-то образом обезопасить. Все-таки мечи – это у нас пространство, эфир, интернет, и в нашу цифровую эпоху здесь и к сумочкам надо быть внимательным, и к кошелькам-то тоже. Это то, что мы кэшем называем. Но и еще и с учетом цифровых технологий это не отменяет правила в отношении интернет-приложений или на какую рекламу мы нажимаем. Ну, или, может быть, как вам на почту, на Gmail что-то пришло, какое-то письмо, может быть, и вам тоже нужно перед тем, как перейти по этой ссылке, проверить, да, откуда, с какого адреса вообще прилетела вам эта весточка. Вот здесь себя нужно обезопасить, мои дорогие. Да, по этой карте есть такое: забрать свое, но и свое не упустить тоже. Деньги есть, деньги будут. Тут и люди видят вас, ресурсного человека, но у вас свои задачи, а у людей какие-то свои приоритеты. Будьте, одним словом, внимательны, потому что иногда с нас словно считывают не только нашу ресурсность, но и, может быть, финансовые возможности. И вот здесь держите глаза открытыми. Любовь и личная жизнь. Ох. Правда, вы знаете, кто-то может даже из вас получить 15-й старший аркан. Получить гонорар, допустим, за проделанную работу. Может быть, он задерживался какое-то время, и это будет крупная сумма. Тогда очень будьте внимательны. С учетом 15-го аркана, правда, те деньги, которые вот как гонорар, да, вы что-то сделали, создали, книгу написали, картину написали, музыку, может быть, написали, мои дорогие, ну или где-то это через ваше творчество, да, как заслуженное. Такое бывает. И потом эта сумма, она более такая увесистая. И если это где-то заплутало прежде, теперь все-таки это нас находит. Но и вместе с этим мы, конечно, вы чем-то будете рады, это точно. То есть финансово, тут 15-й аркан как раз по части материализма нам и помогает. Он также помогает нам физической активности, я об этом говорила по пажу жезлов. И у нас будет достаточно физических сил, чтобы преодолеть многие преграды, между прочим. Вы будете чувствовать себя ресурсными. Но и в этом тоже загвоздка, потому что мы становимся самонадеянными. Самоуверенным быть – это прекрасно. Это формирует в нас
самодостаточность. Но грань очень такая тонкая, вибрации очень нежные между самоуверенностью и самонадеянностью. И вот как раз про самонадеянность, 15-й аркан. У нас тогда словно глаза закрыты, замылен глаз, мы не видим, что происходит в реальности. Нам кажется, ух, мы на подъеме каком-то находимся. И именно в этот период, мои дорогие, мы очень уязвимы. То же самое к вопросам страсти. И я должна сказать, азарт тоже. Я всегда говорю в моих раскладах, легкие деньги опасны. Можно спустить, проиграть, все. Поэтому всяческие лотереи, кстати, я об этом предупреждаю тоже часто. Плутон в Водолее ни разу не способствует на какую-то лотерею. Потому что здесь, вот знаете, мы опять же одержимы. Все то, что... Или в той области, где мы одержимы, это уже мы не владеем ситуацией. Мы ее не можем контролировать вот так вот холодно, холодной головой. Мы не можем анализировать. Мы все видим через призму своих эмоций. А здесь все-таки ломка какая-то шаблона идет. Хотя у кого-то может быть и по отношениям страстная любовь. И, кстати, пусть у каждого из вас именно так и проиграется. Потому что я должна сказать, что именно период летний – страстная любовь. Причем как и к новому человеку какому-то, может быть, так и даже для тех отношений, когда вы в паре уже очень давно, и, может быть, даже ваши отношения несколько подувяли. Так вот, здесь страсть может вспыхнуть с новой силой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.